Друзья, всем здравствуйте, всем хорошего дня и отличного предновогоднего настроения. Грядут новогодние праздники, ну а какой Новый год без елки? И у нас сегодня с вами будет мастер-класс по созданию вот такой сказочной елочки с лесными феечками. Вот они у меня такие феечки тут, с сосулечками, снежком и подснежниками. Вот такую вот сказочную елочку мы сегодня с вами сделаем. Мы ее сделаем, а потом мы ее разыграем. Итак, значит, в конце ролика я еще более подробно все расскажу. Напомню, друзья, хочу остановиться еще на одном моменте. Я напоминаю, что на YouTube сейчас нет монетизации, она закрыта. То есть, если раньше хоть как-то какая-то копеечка падала, и мне было попроще купить материалы и все остальное, то сейчас этого нет. Все мои мастер-классы я провожу абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Я делюсь с вами своими наработками, своими знаниями, своими какими-то фантазиями. В общем-то, и я очень прошу сейчас вашей помощи. Мне очень тяжело, потому что на все эти работы уходят материалы, а покупаю я их со своего кармана. К сожалению, с неба мне деньги не падают. И, ну, в общем, тяжеловато. Поэтому по возможности кто сколько может. Ссылочка на помощь каналу тоже будет в описании под видео. Буду очень рада любой помощи. Так, ну а теперь едем дальше. А сейчас поехали. Подвигаю камеру. И мы с вами начинаем нашу елочку делать. Поехали. Итак, мои хорошие, наша елка по высоте вся полностью вот отсюда и до нашего крючочка 44 сантиметра. Первое, что мы с вами будем делать ствол. Ствол я буду делать из палочек от суш. 5 палочек. Из этих 5 палочек, вот мы сначала берем 4, выравниваем их и скотчем малярным я их как бы скрепляю, чтобы они у меня не ездили туда-сюда. Затем вовнутрь, вот здесь у нас 4 палочки мы с вами скрепили, и вовнутрь я вставляю 5-ю палочку, вот прям посерединке. Высота нашего ствола, вот именно из палочек, должна быть 27 сантиметров. Но если учесть, вот что у меня елочка 44. Вот теперь дальше фиксирую вот так вот все это дело скотчем. Дальше в ход идет вязальная проволока. Я покупаю на строительных рынках. Она продается, вот бывает такая, что нарезанная уже на какие-то отрезки, прям пучком таким. Бывает, что она продается вот, в общем-то, так вот скрученная. В общем, вязальная проволока. Беру 4 прутика и немножко их между собой тоже вот так вот подскручиваю, чтобы они держались, не ездили никуда. Вот так вот скрутила, зафиксировала. И теперь вот здесь к нашей вот этой палочке приставляю. И также скотчем все это фиксирую. Зафиксировали. Вот такая вот у нас получилась. Теперь вот нам нужно будет вязальной вот этой проволоки отмеряем 17 сантиметров. Конец шпажки, началась проволока, и отмеряем 17 сантиметров. Вот у меня так получилось, и я это отрезаю вот так. 44 сантиметра у нас получилось вот наша конструкция. Теперь мне нужно будет сделать объем вот этот вот, чтобы она у нас вот так вот сюда вот выходила. Так, сейчас мы с вами разметим. Смотрите, от конца нашего ствола сюда чуть наверх 3,5 сантиметра мы отмеряем. 3,5 сантиметра. Это вот эти вот, это расстояние, то, что будет заходить вот сюда, в горшочек. Теперь вот это вот расстояние 3 сантиметра. Отмеряем.
И вот отсюда мы с вами начинаем создавать объем. Я создавать объем я буду вот таким шнуром. В хозяйственном магазине он продается, в фикс-прайсе продается. Мне удобно им наращивать. Кто-то может быть фольгой, кто-то вот газетой. Но я начинаю именно со шнура. Мне им удобнее работать. Приклеивать я буду на клей-пистолет. У кого-то может быть клей ПВА, клей Момент, Кристалл тоже подойдет. Этот полимерный клей тоже подойдет. Кому чем удобнее. У кого что есть под рукой, ребят. У меня клей-пистолет, поэтому вот начинаю фиксировать сначала наш кончик шнура и начинаем обмотку. Обматываю плотненько, периодически капаю, фиксирую. Сейчас в один слой до конца вот так вот пройдусь, намотаю шнур. Так, ну что, все, вот закончила я до конца. Отрезаем вот ненужное тут. Все, здесь я отрезала и начинаем опять снизу. Делаю где-то 4-5 витков. Восемь витков я сделала. Вот тут вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 витков. Вот это для вот этой части, где мы будем бусины в конце уже приклеивать. И туда-сюда я начинаю создавать объем. Возвращаюсь опять. Вот второй слой намотала. Сейчас 3-й раз еще пройдусь туда-обратно. И теперь начинаю спускаться сюда вниз. Вот здесь наматывать. Не переживайте, что где-то здесь неровно. Это все потом мы еще будем выравнивать и газетой, и фольгой. В общем-то, нам надо сделать, главное, вот переход такой плавненький. Наматывать будем только до вот этой шпажечки. Вот эту часть мы больше пока не трогаем. И вот я намотала, у меня веревка закончилась. Можно было бы и здесь немножко еще подмотать. Ну ладно, здесь я уже сделаю газетами, фольгой. Теперь вот беру газеты, режу на полоски. И вот так вот накручивать буду. Можно в один слой, вот так вот. Вот так вот все это буду накручивать. Объем даю. Кто-то может ватой даже дать объем. Ребят, у кого что есть под рукой. Я почему много фольгой не накручиваю, чтобы она не была тяжелая. Газета она полегче. Самую верхушечку вот эту мы с вами фольгой нарастим. Вот, газеткой дала объем еще. Теперь я начинаю делать фольгой. Все, вот теперь начинаю еще давать объем фольгой. И сюда я пройдусь тоже фольгой и немножечко сделаю потолще вот этот наш наконечник. Друзья, показываю, что у нас получилось. Вот такая вот болванка. Теперь что мы делаем? Теперь нам надо изогнуть этот в произвольной форме. Выгибаем его. Вот что у нас с вами получается. Теперь, вот смотрите, наши феечки сидят у меня здесь на льдинках. Вам не видно будет, я вам все покажу потом поближе. Вот они, льдинки, видите? Вот льдинка, на ней сосулечка висит. Вот она. Тут тоже льдиночка, вот она. На ней сосулечка висит. Эта феечка у нас тоже сидит на качельках из льдинки. Тоже сосулечка висит. Вот. Сейчас мы будем делать с вами вот эти вот льдинки. Сначала мы отметим примерно, где у нас будут располагаться льдинки. Давайте сделаем одну вот здесь вот. Одну чуть-чуть ниже.
И для феечки, которая у нас будет сидеть на льдинке, отметим, что у нас здесь еще одна льдинка. Берем ножик и делаем прорезы. Мы сюда будем вставлять ножку льдинки, чтобы она держалась. Все, мы отметили 3 прореза, где у нас будут льдинки. Теперь покажу вам, как я делаю льдинки. Сначала я на белой бумаге вам нарисую, как я делала их, как вырезала, потому что на прозрачном будет плохо видно на камеру. Я в произвольной форме просто беру, вот здесь у меня маленькая льдинка, здесь побольше, здесь самая большая, на которой сидит у нас феечка. Я вот в произвольной форме вот так вот делаю, как ножку, как бы. Вот эта ножка у нас будет вставляться вот в разрезики сюда. И от ножки уже вот так вот примерно раз, поменьше льдиночку, тоже ножку, поменьше. И побольше, на которой будет сидеть уже наша феечка, мы делаем ее побольше. Такую какую-нибудь там. Вот так вот. И вот такие вот льдиночки я буду вырезать из обычной баклажки, ребят. Вот я ее уже разрезала. И вырезаю из баклажки по 2 экземпляра. Делим на 2 ее. Вот я сразу формирую ножку так. Держу. И начала вот ножницами тут вот уже вырезать. И у нас получаются вот 2 заготовочки. Для чего 2? Я вам сейчас все объясню. Вот вам показываю поближе. Так, теперь что мы будем делать с этими вот нашими заготовочками? Вот, видите, 2. Тут я уже сделала. Видите, вот такая льдинка у нас получается. Внутри пузырьки такие, как будто застыли. Вот такую большую, на которой у нас феечка будет сидеть. И еще вот одну маленькую такую вот. Вот такие льдиночки получаются. Я взяла вот такой вот клей полимерный. Можно и не такой, но полимерный. Набрала его в шприц, мне так удобнее работать. Теперь что я делаю? Разъединяю на 1 слой вот сюда вот. И выдавливаю клей. Вот так вот. Таким не тоненьким, но и не толстым, средним слоем. Вот так вот выдавила. И второй половинкой сверху. Вот так вот раз. Придавила чуть-чуть раз. И у нас такая вот, видите, объемная льдиночка получается. Сейчас внутри нее будут образовываться пузырики всякие. И она будет реалистично выглядеть, как льдиночка. А это у нас под качельку. Тоже такая льдинка будет. Ее тоже так же промазываем так вот слоем клея. И верхушечку одеваем. Вот так вот. Ближе показываю вот так вот еще наши льдиночки. Вот они. Так, теперь делаем сосульки. Вот из верхней нашей баклажки отрезанной мы будем делать сосульки. В произвольной форме. Вот я беру и просто вот разрезала пополам. И теперь вот отсюда треугольничком вырезаю. Вот. Такой треугольничек. Это сосулька у нас. Вот она. Показываю вам. Вот вырезала одну большую сосульку. И вот 4 штучки такие небольшие. Большую сосульку мы с вами вот сюда сделаем. И поменьше вот расположим на наших льдиночках. Берем сосульку. Берем шило. И в самом начале нашей сосульки делаем дырочку. Протыкаем. Теперь в эту сосульку берем мононить. Я буду работать вот такой вот мононитью. Тонкая, бесцветная. Ей вышивают бисером. Отрезаю кусочек небольшой. Вот так вот. И вставляю вот в наше отверстие. То, что мы сделали шилом. Вот что у нас с вами получается. Теперь нам надо объем придать сосульке. Каким образом? Нитку убираю в руки, чтобы она не мешалась. Беру за кончик прям сосульки вот так вот пинцетиком. Теперь в ход пойдет наш клей.
Вот я работаю полимерным, таким, можно другим каким-то, но полимерный бесцветный клей. И нам нужно будет с вами обмакнуть сосульку в этот клей. Он нам даст объем и более реалистичную сосульку. Вот он подогнался. Теперь я обмакиваю в клей и вытаскиваю, даю стечь. И у нас с вами получается вот такая сосулька. Если слишком длинный хвостик, потом аккуратно его можно подрезать. Теперь отправляю ее сохнуть. Вот все сосульки сейчас именно так я и сделаю. Пускай они будут сохнуть пока, льдинки наши сохнут, а мы с вами займемся елкой. Мы ее сейчас будем посыпать, промазывать клеем и посыпать гречкой. Но перед тем, как мы будем это делать, мы сделаем еще пару шагов. Значит, смотрите, вот здесь наши прорези, которые мы сделали под льдинки, чтобы они не закрылись при посыпке гречкой, мы их, эти отверстия, закроем вот так вот кусочками пластика. И тогда мы будем четко знать, где у нас расположены льдинки. И спокойненько сможем, после того, как посыпанная гречка высохнет, вытащить наши вот эти пластиковые затычки и вставить туда наши льдинки. Вот так вот вставляем. Все, теперь мы с вами закрыли эти отверстия и не будем бояться, что попадет гречка и засыпется, и мы не поймем, где мы делали отверстие. Дальше у нас под качельки, вот сюда вывести проволочку. Определяем место, где у нас будут расположены качельки, вот здесь вот примерно. Я беру вот такую вот проволоку. Покупается, ну, в интернете можно найти, ребят, для рукоделия вот эти вот магазины, там тоже эта проволока продается. Вот такую проволоку. И вот сюда сейчас мы два отрезка отрежем этой проволоки. Отмеряем примерно, на какой длине у нас будут находиться наши качельки. Оставляю с запасом проволочку. И делаю вот так вот виточек один. Вот здесь вот наверху перекручиваю разок. И вот так вот с запасом оставляю. Лишнее отрезаю. Вот у нас одна есть. И рядышком здесь вторую такую же делаем. Также отмеряем. Вот у нас с вами получилось вот так вот. Это для качелек. Вот, для этих качелек мы с вами сделали. Ну что, ребят, берем клей полимерный, кисточку и начинаю промазывать. Вот эту часть не трогаем. Вот отсюда начинаем хорошенечко промазывать. И вот так вот гречкой обсыпаем. Можно не обязательно полимерным, можно и клеем ПВА столярным. Просто будет дольше. Вот таким образом промазываем и все просыпаем гречкой. Только вот эту часть мы не трогаем. Ну что, елочка наша подсохла. Лишнее немножко. Стряхиваем все. Теперь будем закреплять вот эту гречку нашу, чтобы она не сыпалась, чтобы она хорошо держалась здесь. Каким образом? Возьму ацетон. Кстати, кисточку после полимерного клея хорошо вымывает ацетон. То есть в ацетоне промываете, и кисточка становится мягкая опять, хорошая. Так, ну вот тут я промываю кисточки. Вот такой ацетон у меня есть. Беру клей полимерный наш. Наливаю чуток в стаканчик и разбавляю его. Жиденьким делаю, как лак. Разбавлю сейчас ацетоном этот клей. Чуть добавляю. И перемешиваю.
Смотрите, если густой, добавляем еще. Понемножку добавляем и смотрим. Консистенция должна быть, как вот у акрилового лака есть строительный, вы покупаете, он такой жиденький. Вот так же до этой консистенции доводим и наш клей. Все тщательно перемешали, вот он. Вот такой вот получается. И теперь мы нашу елочку обрабатываем этим клеем, пропитываем полностью. Вот так вот. И тогда мы не будем бояться, что у нас гречка будет со временем отпадать. Мы ее закрепим начисто. И эта елочка нам прослужит очень много лет. Полностью всю смазываем вот этим вот клеем. Все, высохла гречка наша. Теперь будем красить все это в белый цвет. У меня вот такая вот акриловая краска. У вас может быть какая-то другая акриловая. И мы просто выкрашиваем все это в белый цвет. Так, чтобы внутри все тоже выкрашивалось. Чтобы не видно было вот этого вот коричневого цвета. Все, готово. Отправляем сушиться. Пока сохнет наша елочка-то, заготовка, мы с вами будем делать вот этот горшочек. Я сделала его в виде тоже как цветочка, такого бутончика, из которого вот он как бы подраспустился, и из него вот так вот елочка выросла. Вот, сейчас вот будем делать вот эту чашу. Кто не хочет заморачиваться вот с такой вот чашей, да, можно просто, знаете, как крышку какую-нибудь вот от, допустим, ополаскивателя, либо от какого-то краски баллончик, вот какую-то крышку можно взять, красиво ее там либо покрасить, либо задрапировать, и, в общем-то, можно вместо вот этой вот поставить вот в такой вот какой-нибудь стаканчик. Вот брали дети колу, я побежала для второй вилки, купила еще одну бутылку. Мне понравилась сама вот фигурная такая вот эта бутылка. Именно на вот эту часть я обратила внимание. Вот она как бутончик такая. Вот из нее я и решила сделать. Сейчас я отрежу вот эту вот горловину нашу вот так. И вот так вот отрежу бутылку. Возьму вот эту только часть. Отрезала все, что у нас получилось. Такая, видите, чашечка. Теперь нам нужно отмерить вот отсюда 3,5 сантиметра. Как раз вот, чтобы наша ножка, то, что мы оставляли тут внизу, заходила сюда. Вот отмеряю 3,5 сантиметра. Вот мы отмерили. И вот до сюда мы сейчас будем рисовать лепестки. Вот, в общем, я разметила, как примерно. И вот это сейчас будут вырезать, эти лепесточки. Вот что у нас с вами получилось. Вот такой, как цветочек. Теперь нам надо убрать вот это вот черное все. Ацетоном смочу тряпочку. И ацетоном все это уберу. Следующий этап, нам надо эти лепесточки вот так вот выгнуть аккуратненько. Вот такая горелочка у меня есть. Сейчас на ней мы с вами будем изгибать. Чуть-чуть нагреваем. И вот так вот. Вот так вот. Такую волнистую форму придаем. Вот такая она сейчас корявенькая, но ничего страшного, мы все выровняем, все сделаем красиво. Вот такая вот у нас получилась. Сейчас нам надо будет сделать дно внизу, закрепить ее. Вот у меня кусок такой небольшой переплетного картона. Я ставлю и обвожу. Вырезаю.
Теперь беру клей, я в шприц набрала. Дно вот так вот. Это полимерный клей. И просто приклеиваю сюда донышко. Все, пускай высыхает. Крышечка наша подсохла. Вот она. Но нам нужно с вами ее закрепить. Я вот здесь шилом еще 2 дырочки сделала. Мы потом будем крепить вот эту вот нашу, вот эту крышку. Вот к этой железной крышке из-под банки. Вот сюда я здесь на крышке сделала дырки. И здесь. Потом мы будем все это закреплять. Но сначала мы закрепим это донышко, чтобы у нас оно крепко сидело. Я взяла газету, порезала ее вот такими вот прямоугольничками. И теперь клеем ПВА буду все это приклеивать. То есть вот с этой стороны еще все обклею газеткой, чтобы у нас крышка, вот это дно, держалась намертво. Потому что вовнутрь сюда мы будем потом гипс заливать, чтобы дно не отвалилось. Вот так вот обклеили. Теперь она у нас точно никуда не отвалится, это дно. Отправляем его сохнуть. Пока сохнет наша крышечка, ребят, мы с вами, вот наша елочка подсохла. Теперь мы ее посеребрим, чтобы она у нас вот такая вот серебристая была. Вот. Серебрить я буду поталью. Вот такая у меня серебряная поталь жидкая. Кисточкой слегка вот. И вот такими вот движениями легкими я потихонечку вот так вот прохожусь. Только по поверхности вот. Вот так, таким образом я сейчас всю эту нашу елочку посеребрю. Теперь начинаем вытаскивать наши вот эти заглушки. Вот. Очень аккуратно, потому что приклеились они там тоже. То есть сначала мы аккуратно ножичком подрезаем. Вот видите, как удобно. Зато мы видим, где у нас прорези и где у нас будут вставляться наши льдинки. Теперь сюда будем вставлять льдинки наши. Внизу у нас большая льдинка. Вот сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Вот наши льдиночки подстыли. Но прежде чем вставлять мы будем наши льдинки в елочку, нам надо повесить сюда сосульки. Сосульки тоже наши высохли. Видите, у меня здесь на каждой льдиночке вот висит сосулька. Что мы делаем? Мы берем нашу льдинку, шило, и определяем, где у нас будет расположена сосулька. Вот здесь где-нибудь я сделаю прокол. Все, дырочку сделала. Теперь берем сосульку нашу. Вот такие. Теперь что мы делаем? Узелок вот этот вот срезаем, верхний. Там, где мы закрепляли. И в эту дырочку просовываем. Просунули. Теперь вот эту вот нитку вот так вот немножечко опускаем, чтобы здесь петля была, вот болталась она. И клеем проклеиваю. Вот так. Он бесцветный, его не видно будет, когда он застынет, и нитка наша будет зафиксирована. Вот так сейчас на все льдинки я сделаю сосулечки. Теперь будем вставлять. Это мы будем с вами вставлять качельки в последнюю очередь. Сейчас пока будем... Начинаем с большой. Берем клей и заливаем в этот вырез. Вставляем. Теперь сюда заливаем клей. Вставляем. Вставили льдинки. Все, пускай приклеиваются. Так, подсохла наша вот эта вот заготовочка. Что мы делаем следующее? Вот теперь она у нас хорошо держит дно. Я взяла шило, проткнула
сюда и сюда. Теперь беру вот проволоку, согнула ее. И вот здесь вот закрепляем. Вот так вот. Все, теперь она у нас плотно тут держится. И когда мы зальем уже гипс и сюда, и в крышечку, чтобы у нас очень устойчивая была вот эта часть, устойчивая, чтобы была. Все лишнее отрезаю. Все, показываю поближе, что у нас получилось. Беру акриловую краску и начинаю красить. Тут прокрасили, теперь крышку прокрашиваю. Все, отправляем сушиться. Сохла наша шапочка вот эта вот. Вы не смотрите, что она сейчас такая корявенькая. Все будет красиво. Теперь нам надо будет немножко серединки вот этих лепестков сделать розовенькими. Я беру краску немножко беленькой кисточкой прям. Вот так вот. Затем колер красный. И буквально на кончике кисточки я добавляю вот в белую краску, делаю розовую. И теперь беру вот посередине прям вот так вот немножко. Вот так вот слегка прошлась, достаточно. Все, опять отправляем сушиться. Нежно-розовый цвет такой. На камеру плохо видно. Но он есть. Подсохли наши лепесточки. Ребят, они очень остренькие. Сейчас мы будем делать так, чтобы они были мягкие и не царапались. И я буду покрывать прям лепестки этим клеем. Тем самым как бы как лед создавать на них. И в то же время закрывать их, чтобы они не были такие вот острые. Излишки все убираю. Что там у нас потек клей. И показываю. Клей высохнет, и они не будут острые. Все, вот теперь отправляем сушиться. Пока у нас все сохнет, мы, значит, займемся с вами феечками. Вот, видите? Вот такие у меня феечки здесь сидят. Я очень долго думала, из чего их сделать. Лепить я так не могу. Я не скульптор. Где купить такие маленькие? Они прям вот совсем маленькие, видите? Какой размер. Даже фаланги пальца не выходят. В общем, думала и придумала. У меня есть вот такой молд 3D. Это вот такой вот ангелочек. Вот такой. Я заливаю сюда жидкий пластик. У меня есть на канале видео, как работать с жидким пластиком, где его брать. Ссылочка на этот видеоролик будет в описании под видео. Вот такой вот жидкий пластик. Сейчас я залью сюда этот жидкий пластик. Получу вот такого ангелочка. Затем я отрежу лишнее. Вот крылышки уберу. И аккуратненько, пока еще будет мягкий пластик, я вырежу вот это вот все лишнюю подставку. С него срежу. Оставлю только ножки. И вот так вот я его оставлю. Вот тут я уже делала. Сначала я вылила, упражнялась. В общем, видите, все срезала. Но тут ножки не пролились немножко. Срезала все. Вот. Убрала все. И из глины сюда сделала волосы. С полимерной глины у меня есть на канале, как сделать полимерную глину своими руками. Затем мы с вами будем сюда юбочку приделывать, волосики, юбочку. В общем, сейчас я выливаю вот его из пластика, убираю все лишнее и, в общем-то, заготовочкой мы начнем с вами уже работать. Ребят, вот показываю. Залила вот этот пластик вот сюда в молд. Вот он только встал, сразу вскрываю его. Пока еще он мягкий, такой податливый. Вот видите, он мягкий. Мне легко будет его резать. И вытаскиваю этого ангелочка. Вот вытащила. Теперь сразу обрезаю вот крылышки. Он
пока мягкий еще, не застыл, можно обрезать все, что не нужно. Когда застынет, он будет очень жесткий, и потом тяжело будет работать. Вот здесь тоже аккуратненько отсоединяю ручку и все убираю. И немножко ее опускаю. Она мне не нужна так высоко. Здесь ручку тоже аккуратненько отсоединяю и укладываю ее наверх, вот сюда вот. Так, все остальное я буду срезать за камерой, потому что работать мне нужно будет ножом, а если на камеру, я и так слепая, порежусь. Вот что у нас получилось. Теперь начинаем одевать. Сначала мы сделаем верх. Работать я буду с фоамираном. У меня вот такой вот розовый. У кого нет этого материала, можете глиной. Альтернативу я вам все расскажу. Делаем вверх. Отрезаем маленький кусочек. Примеряем. Подходит он нам сюда по размеру. Округляем вот так вот углы. Теперь просто беру вот так в трубочку скатываю. Расправляю. Дальше беру клей, промазываю вот здесь вот клеем и укладываю вот этот вот наш фоамиран. Расправляю вот так вот. Чуть-чуть складочку делаю, за ручки завожу. Очень мелкая работа, ребят, очень тяжело на камеру. Но, надеюсь, вам все видно. Это верх. Теперь будем делать юбочку. Маленькие вот такие вот, как лепесточками, сейчас буду вырезать. Вот, отрезала полоску. Теперь режу прямоугольнички. Нарезала, сложила стопочкой. И теперь буду вкруглять вот так вот углы. Вот несколько лепестков получилось. Я не знаю, сколько у меня уйдет на юбку. Я взяла с запасом. Теперь каждый лепесточек я беру и вот так вот скручиваю. Когда я распрямлю, они будут похожи на лепесточки. Вот видите? Мы потом будем приклеивать вокруг. Вот так вот. Всю юбочку вот так приклеим такими лепесточками. Ребят, что такое фоамиран? Это уже забьете в поисковике. Если захотите приобрести, купить. Как работать с ним, это можно погуглить тоже, посмотреть. Я на этом не хочу останавливаться. Иначе, если я на каждом этом буду останавливаться, ну, у нас по 2-3 часа будут видеоролики. Начинаем делать юбочку. Клеим вот так вот потихонечку. Промазываю. Беру лепесточек и начинаю приклеивать. Вот так вот вокруг сейчас все приклею. Полностью по кругу юбочку. Вот так вот обклеила. Вот такая юбочка у нас получилась. Там, где топорщится, просто беру вот так немножко раз, скрутила. Вот он лепесточек. Одели мы нашу феечку. Теперь, прежде чем волосы сюда делать, вот в этих местах, где у этого ангелочка были крылышки, мы просверлим отверстие. У меня вот такое тоненькое сверло есть. И мы вот здесь сейчас вот просверлим вот так вот 2 небольшие дырочки. Сюда у нас вставляться крылья будут. На камеру я сверлить не буду. Сейчас просверлю и покажу вам. Вот просверлила. Сюда мы с вами будем крылышки вставлять. Крылышки вставлять будем в последнюю очередь. Сейчас будем делать волосики, прическу ей. Так, волосы я ей буду делать из самодельной полимерной глины. Беру кусочек глины. Сейчас сначала сюда сделаем часть, потом сюда. И задние волосики мы будем делать уже в конце, после того, как мы крылья сюда сделаем. Колбаску раскатала. Примерила длину. Достаточно. Теперь вот так вот
клеем вот эту часть промазываю. Немножко руку одеваем вот так вот. Как облепляем головку куколки нашей феечки. Теперь сделаем прожилки волосиков. Вот подручными средствами. Просто вот так вот. Раз, раз. Вот одну сторону мы с вами сделали. Вот. Сейчас с этой стороны также будем делать. Так, волосики у нас готовы. Вот видите? Так. Так. В процессе создания пока волосиков, там крепления крылышков будет заминаться вот юбочка, не переживайте, это все потом расправится. Так, теперь пускай сохнет наши волосики. Сзади, видите, вот я оставила. Вот они, отверстия под крылышки. Так, ну теперь мы будем делать крылышки нашей феечки. У меня вот 2 шаблончика есть, я уже нарисовала. Каким образом я примерно прикидывала, какие крылья. Я вот так вот прикладывала на листочек феечку и карандашиком вот рисовала. Вот. Вы можете свою форму нарисовать. То есть, ну, я уже видела, какой размер крыльев ей сделать. Приложила, нарисовала, и у меня вот получились ей вот такие вот крылышки. Из фоамиранта вот белого я буду вырезать крылышки и будем делать ей крылья. Прикладываю шаблончик наш. Смотрите, фоамирант мы, значит, я вот сейчас обведу вот такой вот, не обводим ни карандашом, ни ручкой. Можно иголочкой, можно вот, ну, чем-нибудь остреньким, аккуратненько обвести. Оно продавливается, и вы видите контур вашей отрисовочки. Если вы будете рисовать ручкой, все это останется, не сотрется, и будет видно вашу ручку. Вот он продавился, и контур видно нашего крылышка. Вторую тоже прикладываю и тоже обвожу. Вот и второе крылышко мы с вами отрисовали. Теперь я буду вырезать. Вырезать я буду не по контуру, ребят, потому что мы будем скручивать его, и в размерах оно уменьшится. Отступая где-то 3-4 миллиметра от края, я это все сейчас вырежу на глазок. И один, и второй. А потом уже по этому шаблончику вырежу вторые крылышки наши. Вот, видите, я вырезала чуть больше, чем контур нашего крылышка. Сейчас буду прикладывать вот так вот и вырезать точно такое же второе. С этим крылышком я проделаю то же самое. И тогда у нас будут одинаковые крылья. Вот, вырезала. Вот наши крылышки. Теперь начинаем их формировать. Вот точно так же. Вот, скручиваю. Распрямляю. И видите, у нас какое красивое, такое изгибистое все крылышко получается. Со всеми остальными я проделаю то же самое. Все, наши крылышки готовы. Теперь нам нужно будет их приклеить к проволоке. Отмеряем нужный отрезок. Вот, прикладываем. Немножечко изгибаем. И здесь где-то сантиметр оставляем на запас. То, что у нас будет вставляться в феечку. Отрезаю. 4 отрезка таких делаю. Вот у нас 4 отрезка. Теперь будем приклеивать к обратной стороне нашу проволоку. Переворачиваем крылышко и немножечко изгибаем его фигурно. Ну, вот так вот, как бы на изгиб. Что-нибудь уже, знаете, произвольно. Теперь промазываем клеем. Все, приклеили. Убираем в стороночку. Клей бесцветный, он высохнет, его не будет видно, будет аккуратненько. Вот у нас что с обратной стороны. Отправляем сохнуть. И с другими крылышками, с оставшимися, мы проделаем то же самое. Так, пока наши крылышки будут сохнуть, я вам покажу альтернативу. Если нет фоамирана, можно, ребят, выкрутиться из положения. Можно платьице для феечки и крылышки сделать из атласной ленты.
Вот обычная атласная лента. Берем наш шаблончик, прикладываем к обратной стороне ленты и по шаблону вырезаем. Если мы фоамиран вырезали где-то 3-4 миллиметра, отступали от шаблона, то атласную ленту где-то 1 миллиметр, ну 1-2, вот так вот. И по шаблончику вырезаем. Вот у нас получилась такая заготовочка. Теперь что мы будем делать? Беру свою горелочку и начинаю аккуратно оплавливать вот это вот краешки. Чуть оплавила, вот так вот пальчиками. Опять изгибаем. С этой стороны то же самое. И вот у нас получился, пожалуйста, получилось крылышко. Тоже вполне себе изгибистое все. Такое вот воздушное, красивое. Сзади приклеиваем проволочку, и вот вам крылышко. Также можно сделать и платьице сюда. Работа очень тонкая, но она возможна. Ребят, еще вариант. Нету атласной ленты, нет фоамиранта, но есть под рукой самодельная глина. Можно слепить платьице. Вот. Тут я пробовала. Я все варианты поперепробовала. Так. Волосики наши подстыли. Теперь, ребят, будем выкрашивать нашу феечку. Сначала мы руки, личико, ноги выкрасим все это в бежевый цвет. Надо было это сделать сначала, но я что-то поторопилась. Но ничего страшного, можно это сделать и сейчас. Правда, будет сложнее. Беру белую краску, капельку на крышечку выкладываю и добавляю капелечку прям маленькую бежевого колера. У нас получается такой телесный цвет. Затем тоненькой кисточкой начинаю прокрашивать. Вот так мы прокрасили. Пускай сохнет. Крылышки подсохли, теперь тонируем крылышки. Также беру краску, капельку добавляю. Ребят, не обязательно такую краску. Какая есть у вас акриловая, то и берите. А теперь беру колер красный. Капельку добавляю, делаю розовым. И начинаю тонировать наши крылышки. Слегка вот так вот прям прохожусь посерединке. И вот так вот в стороны отхожу. В произвольной форме, ребят. Вот что у нас получилось. Вот так вот мы оттонировали. Решила по краешку крылышек пройтись по талию. Вот такой вот серебряной. Вот так вот. Сейчас все крылышки так вот пройдусь по талии. Они у нас будут такие посеребренные по контуру. Так, подсохла наша девчонка. Сейчас мы раскрасим ей волосы. В белую краску, прям в капельку, добавлю коричневый колер. И покрасим наши волосы. Все. Когда высохнет, покрою сверху акриловым лаком. Итак, феечка наша подсохла вся. Теперь будем вставлять крылышки. Вот смотрите, вот они так будут располагаться. Сначала я беру верхнее и нижнее крылышко. Вот так вот соединяю их. Отрезаю лишнее, оставляю где-то полсантиметра. Вот так вот. Теперь загоняем в это отверстие, которое мы просверлили под крылышки. Ребят, вы можете клеем моментом пользоваться, можете горячим пистолетом пользоваться. Кому что удобно. Капельку сделала. И вставляю в это отверстие сразу два. Вот так вот. Сразу два наших крылышка. Отгибаю. И сейчас вторые два также буду вставлять. Вот вставила. И сюда вот еще немножечко клея добавляю, чтобы зафиксировать хорошо крылья. Вот так вот. Вот в серединку налила. Потом, когда крылья наши зафиксируются, клей высохнет, мы вот сюда вот приклеим еще волосы. Тоже из глины сделаем, вот так вот локон. И аккуратненько покрасим в коричневый цвет. И вот это вот все наши косячки, вот эти вот,
Все спрячутся, не видно будет ничего. Пока сохнут крылышки у нашей феи, мы с вами продолжим заниматься нашей подставкой. Я сделала такой шаблончик примерно вот. Лепесточки будем сюда делать. Здесь у нас маленькие. Будем делать побольше еще. Вот так вот. Они будут между маленькими лепестками располагаться. Тут у меня кусочек глины полимерной, самодельной. Это глина из крахмала. Вот сейчас из нее будем делать лепесточки. Кусочек оторвала. Примерно по шаблончику смотрю, чтобы размер подходил. И делаю рельеф. Получается вот такой вот лепесточек. Сейчас я его буду приклеивать вот сюда вот. На полимерный клей. И немножечко подгибаем вот так вот. Вот таким образом все лепесточки сейчас я вылеплю. Вот что у нас получилось. Обклеила я полностью лепесточками. Теперь будем обклеивать вот эту вот чашу. Лепесточки уже немножко подсохли, затвердели. Теперь будем здесь делать тоже как бы большими такими лепестками, друг на друга находящими. Примеряю. Вот что у нас получается. И вот сейчас мы его будем приклеивать вот сюда вот. Потом следующий накладывать, следующий. Штуки 4, наверное, вот такие надо будет сделать. Теперь следующий лепесток также делаем. Чуть-чуть внахлёст. Немножко лепесточек вот так как бы оттопыриваем. Все, закончила я. Вот такая чаша у нас с вами получилась. Сейчас пару часов, и все это высохнет. Потом я закреплю, покажу, как буду закреплять. И покрасим все это дело. Чаша наша высохла, вот это вот. Теперь мы будем укреплять всю нашу глину, чтобы она была не ломкая, а крепкая. Укреплять буду с помощью клея полимерного. У меня тот закончился, начала вот другой. Кстати, цена такая у него приятная, намного дешевле, чем вот этот вот клей. Так, и ацетон. Сейчас разбавлю, жиденько сделаю и промажу все полностью кисточкой. Укреплю, высохнет, а потом начну красить. Покрашу в белый цвет, а тонировать будем уже вместе. Подсохло все, значит, сначала я ее укрепила разбавленным клеем, затем я покрасила, высох клей, покрасила белой акриловой краской. Теперь мы с вами будем ее тонировать. Нам нужно будет, вот видите, у меня здесь, вот здесь все оттонировано. Нам с вами нужен будет розовый цвет, светло-зеленый и немножко желтого. Сейчас я вот здесь вот такую палеточку маленькую взяла. Сейчас мы с вами сделаем 3 цвета. Буду использовать колеры. Вот зеленый и красный. Из зеленого мы сделаем светло-зеленый цвет. Добавим в белую красочку капельку. Цвета должны быть такие вот нежные, прям не яркие. Желтый цвет у меня есть. Начинаем с лепесточков. Здесь мы с вами подтонировали. Переходим сюда. И сверху зеленого пройдемся желтым, тоже полусухой такой вот кисточкой. Прям поверх зеленого. И закончим мы наш лепесточек опять розовым. Вот показываю вам, что у нас получилось. Сейчас все это подсохнет, и я пройдусь потом вот акриловым лаком сверху, закреплю все. Пока сохнет наша чаша, мы с вами вот сюда вот приделаем льдинку. Качельки наши сделаем.
Вот выравниваю проволочку одинаково. Смотрим, на каком расстоянии будут располагаться качельки. Вот примерно так, да? Вот отмерила, и где-то отступая еще полсантиметра, я отрежу. Полсантиметра оставила для закрепления наших качелек. Сейчас все 4 проволочки я отрежу так, по этому размеру. Делаем на нашей льдинке 4 отверстия шилом. Вот сделали 4 отверстия. Теперь нам нужно будет вставить в эти отверстия нашу проволоку. Вот мы вставили и загибаем вот так вот. Вот закрепилась здесь. Вот наши качельки. Сейчас срежу вот эти вот лишние. И все это промажу клеем. Клей бесцветный, его видно не будет, но он зафиксирует нашу проволоку. Друзья, готова наша феечка. Сзади вот я уже волосики ей сделала. Крылышки наши высохли. Мы их потом расправим, когда усаживать ее будем. Вот такая фея у нас получилась. Я понимаю, что не каждый может вот купить молд, купить жидкий пластик. Ну, в общем, геморройно все это, да? Ну, может, у кого-то есть молды вот такие, у кого-то есть жидкий пластик, у кого нет, а у многих этого нет. Можно найти альтернативу, сделать своими руками тоже феечку. Сейчас я вам быстренько пробегусь, расскажу, как это можно сделать из подручных средств. Вот как одевать я вам уже показала, а именно саму заготовочку феи я вам сейчас покажу. И еще оставлю вам ссылки на Pinterest, где там очень много идей, вот именно всяких вот таких феечек. И вы уже, ну, по своей фантазии что-то сделаете сами. Итак, смотрите, нам нужна будет зубочистка, так как у нас феечка маленькая, должна, елочка у нас маленькая, и феечка у нас маленькая будет. Беру зубочистку, беру бусинку любой расцветки, ее потом все равно покрасьте в телесный. Вставляю вот зубочистку в бусинку, это наша голова. Дальше беру проволоку, я вам на пальцах быстренько так объясню. У меня тут обрезки есть. Ну, можно вот одну длинную и вот так вот намотать, да? Вот они, наши ручки. Вот это ручки будут. Ножки можно также намотать вот сюда. Но у меня здесь мягкие ножки. Я просто приклеила сюда к туловищу шнур. Отрезала нужного размера и приклеила. Ладно, по ручкам пробежимся. Ножки я вам рассказала. Можно и ножки сюда сделать из проволоки также. Вот так вот. Все это закрепить, лишнее отрезать. Вот у нас ручки-ножки. Когда мы закрепим ручки-ножки, мы начинаем обматывать нашу заготовочку, вот эту вот, придаем ей объем. Обмотать можно ниткой, мулинетом или еще какой-нибудь тонкой, может быть, вязальные нитки. Как обматывать, у меня есть на канале, мы делали с вами балясинки, и там тоже мы создавали объем с помощью ниток. Кто не видел, посмотрите, может быть, будет более понятно. И вот я с помощью клея я начинаю наматывать вот эту вот нитку и создаем объем. Объем мы создадим с помощью нитки, животик, потом на ручки переключимся, также ручки обмотаем, создадим объем. И ножки также мы намотаем, создадим объем. Это в том случае, если у нас будет из проволоки ножки. Если не хотите из проволоки, вот можно 2 кусочка этого шнура и приклеить сюда. Ножки будут вот такие вот болтающиеся. Все, намотали, там дальше уже одеваете ее. Покрасили в телесный цвет. У нас теперь волосики здесь остаются. С того же шнура вот я подраспустила, нашла, где распускается. И вот распускала вот так вот. Собирала в несколько слоев. И потом приклеивала сюда. Вот такая вот у нас получилась шевелюра у девочки. Нужен другой цвет. Просто возьмите шнур, обмакните там в коричневую краску, да, разбавьте ее водой, краску, и обмакните шнур. Пусть он прокрасится, просохнет, потом будете распускать, когда у вас будут коричневые завитушки. Желтый нужно, в желтый цвет обмакните, так, чтобы хорошо пропитался весь шнур. Будет желтый цвет.
Вот. Ну, в общем, ссылки, и потом на клей приклеиваете сюда уже, делайте прическу, какую вам надо. Хотите прямые волосы, можно сделать из ниток вязальных, прямо как-то тут поприклеить их, причесочку сделать. В общем, все ссылки я вам оставлю. На пальцах я вам рассказала примерно, как можно сделать. Я думаю, понятно. Что непонятно будет, все ссылки будут. Будете заходить, смотреть уже, ребят. А то у нас сейчас с вами видеоролик выйдет на 3 часа, а не на полтора и не на час. Еще один момент. Кто не хочет заморачиваться вот с таким молдом, может у кого-то есть, может кто-то захочет приобрести. Я нашла еще один интернет-магазин, у них тоже вот 3D молды, но без подставки. Есть прям такие девочки, ангелочки, маленькие тоже. То есть не надо будет вот эту подставку отрезать. На всякий случай и дам ссылку на этот магазин. Теперь, ребят, будем украшать вот эту часть. У кого что есть. Вот у меня есть бусины разного размера. Вот их я и буду сюда вот приклеивать. Потом у меня вот такие вот всякие блестяшки есть. Тоже пущу все сюда. У кого что есть, у кого как фантазия сработает, так и украшайте низ. Значит, приклеивать буду на клей-пистолет. Ребят, вот у меня желтый стержень. Старайтесь, если будете приклеивать белое, прозрачный. Но я буду по маленькой капельке, чтобы не видно его было. Большие бусины сейчас приклею на этот клей-пистолет, а потом я буду работать уже с мелкими бусинками. Вот именно с полимерным клеем. Он бесцветный, его не видно будет. Сначала мы с вами приклеим, пустим 4 большие бусины. Вот так вот. По кругу прям. Сейчас приклею 4 бусины. Вот 4 бусины приклеили большого диаметра. Сейчас поменьше между ними будем приклеивать. И вот так вот потом еще меньше. И постепенно заполнять полностью наш низ. Вот так вот, видите? Теперь еще буду пускать чуть поменьше диаметром. В общем, буду заполнять таким образом полностью весь низ, чтобы у нас получилось вот так вот. Все плотненько. Вот видите? Плотно-плотно проклеиваю. И внизу тоже вот немного. Ну что, все, закончила я с бусинами. Украсили мы здесь все это бусинами. Внизу тоже полубусины наклеила. Вот что у нас с вами получилось. Значит, теперь мы будем на нашу елочку делать подснежники. Вот эти вот цветочки сейчас мы с вами будем делать. Покажу как. Феечек будем сажать в последнюю очередь, когда мы уже вставим в нашу чашу елку, и только в самом конце мы посадим с вами феечек. Делать я буду из фоамирана белого и розового. Также нам понадобится вот такая вот клейкая лента. Я покупала во флористическом магазине. Если нет такой, то можно просто обычными нитками, чем мы зашиваем зелененькие, также обмотать просто проволоку и все. Вот кусочки проволоки. Я буду делать из тонкой вязальной проволоки. Первое, что мы делаем, это серединку для наших цветочков. Тоненькую полосочку в сантиметр высотой я вот отрезаю немного, сантиметра 2. И мелко-мелко вот так вот не до конца прорезаю. Вот что у нас получилось. Вот такая вот середина. Теперь я ее скручиваю. И фиксирую в конце на клей. Вот что у нас с вами получилось. Теперь обмакиваю тоже кончик нашей проволоки и вставляю вовнутрь. Вот сейчас высохнет, приклеится, и мы с вами начнем делать лепесточки. Показываю вам поближе, что у нас получается. Вот она, серединка. Пока сохнут наши серединки, приклеиваются, мы с вами наделаем заготовок для лепестков. Вот я отрезала полосочку шириной в 2 сантиметра и нарезаю вот такие прямоугольнички для будущих лепестков. Потом я их буду скруглять, складывать. И вот так вот
закруглять верхнюю часть. Здесь не буду трогать. После этого также скручивать. Как мы платьице делали, куколки. Расправляем. И у нас получается вот такой вот лепесточек. Вот сейчас таких лепестков наделаю, а приклеивать мы с вами будем вместе. Все, серединочка наша приклеилась. Теперь начинаем приделать лепесточки. Вот у нас 4 лепестка. Вот тут у основания смазываю клеем капельку. Беру лепесточек и приклеиваю. Опять смазываю. Следующий лепесточек накладываю чуть-чуть, заходя на предыдущий. И опять чуть заходя на предыдущий, приклеиваю. Вот что у нас получается. Чуть-чуть потихонечку, аккуратно внизу вот так вот формируем. Показываю вам поближе, что у нас получается. Здесь у нас вот цветочки такие, а здесь прям бутончики. Вот видите, такие вот маленькие бутончики. Как их сделать? Мы берем на проволочку и приклеиваем 3 лепесточка без серединки. Вот серединочку из одного лепестка сделали, и затем еще 2 по краям приклеили. Вот такой бутончик у нас получился. Отправляем тоже сохнуть. И потом уже будем обкручивать нашу проволоку лентой и делать листики такие небольшие. Все, приклеились наши цветочки. Теперь делаем вот здесь вот листочки. Возьму кусочек глины полимерной. Вот так вот лепешечку сделаю. Сразу смажу клеем. И ножничками порежу вот так вот. В конце я уже покрашу зеленый цвет, вот эти наши листочки. Теперь беру нашу клейкую ленту и начинаю оборачивать. Вот такой вот цветочек. Цветочки наши готовы. Я уже выкрасила здесь зеленый цвет, зеленой акриловой краской. Просто покрасила вот эти листики наши. Так, теперь нам нужно будет расположить эти цветочки на елочке. 3 цветочка мы здесь сделаем. Беру шило и аккуратненько проделываю дырку. Примеряю цветок. Чуть пониже тоже делаю отверстие. Вставляем еще один и наш бутончик. Теперь здесь также сделаю отверстие, и здесь у нас будет вот этот цветочек. А самый последний бутончик вот здесь вот поселю. Здесь я уже чашу залила гипс. Сейчас он стынет, еще влажный такой. На одну часть воды 2 части гипса. У меня гипс Г16. Уж не стала перед вами. Чашу мы будем вместе заливать. А вот дно вот это я уже залила. Для утяжеления, ребят, елка нелегкая. Такая тяжеленькая. Все, ребят, гипс наш застыл. И здесь я обтянула. Забыла сразу это сделать. До того, как в гипс заливать. Обтянула лентой наш ствол. Немножечко, видите, у нас очень яркие цветочки. И мы их немножко припылим белой краской. Чтобы они у нас такие нежного цвета были. Беру краску акриловую. И слегка вот так вот прям припыляю. Ну что, теперь пришло время припорошить нашу елочку снежком. Сейчас будем делать искусственный снег. У кого-то, может быть, есть, кто-то может купить, он продается. Вот видите, здесь у меня припорошено все снежком. Делать я снег буду вот из вот таких вот подложек. Что-то я покупала, и в коробке вот было проложено. Дальше нам понадобится терка. Тереть я буду на вот этой стороны, где самая мелкая. Вот просто складываю трубочкой.
И вот у нас получается с вами снежок. Вот такой, видите? Вот сейчас натру его, потом будем приклеивать. Буду показывать как. Сейчас мы с вами будем сажать наших феечек. Сгибаю вот так крылышки. Вот отсюда буду усаживать. Крылья, когда приклеится, потом расправлю. Беру клей полимерный и, в общем-то, не жалея, я его нанесла. Расправляю юбочку у фейки и усаживаю. Вторую феечку. Сюда тоже наношу клей, расправляю юбку и усаживаю. Потом, когда она приклеится, я уже расправлю крылья, как мне нужно. Ну что, фейки наши приклеились. Теперь будем добавлять снежка. Я взяла клей ПВА. Сначала вот снизу, вниз начинаем. Промазываю клеем, присыпаю снежком. Клей высохнет, он будет прозрачный, его будет не видно. А все это дело наше будет держаться. Так, теперь сверху. Будем добавлять сюда снежка, немножко сюда, где-нибудь здесь. Промазала и посыпаю. В произвольном порядке, где считаете нужным, там и размещайте. Ну все, друзья, работа наша закончена. Вот такая вот елочка у нас получилась. Она получилась чуть больше, чем моя предыдущая, но точно такая же, просто в размерах разная. Эта маленькая елочка уезжает к доченьке, к моей старшей. Она ее увидела и сразу ее прихватизировала. Мама, я ее забираю. В общем, я подарю ей на Новый год эту елочку. А вот эту елочку мы с вами разыграем. У меня уже есть такой небольшой опыт в розыгрышах, целый один. Мы разыгрывали шкатулки, в общем-то, и в прямом эфире у себя на странице в ВК я делала этот розыгрыш. Да, были зрители и попросили, чтобы было больше розыгрышей, понравилось очень. В общем-то, я решила, что эту елочку замечательную мы с вами тоже разыграем. Расскажу немножко об условиях. Значит, участие в розыгрыше стоит 100 рублей. Ссылочка, как оплатить, будет в описании под видео. Она так и будет называться «Участие в розыгрыше». И, в общем-то, нужно будет продублировать свою оплату на каких-то из моих соцсетей. Либо в ВК, либо в Инстаграме, либо в Одноклассниках. В общем, оплату эту написать мне в личные сообщения, что я оплатила такая-то, такая-то. И я вам в обратную связь напишу ваш номер, потому что розыгрыш у нас будет проводиться в программе «Случайное число». То есть вот сколько участников соберется, 5, 6, 10, мы запустим в этой программе, там, если 10 участников, от 1 до 10, нажмем кнопочку, и какое число выпадет, тот и, в общем-то, является победителем. Вот так примерно это будет выглядеть. Значит, 100 рублей оплата и подписка на мой Дзен-канал. Все, ребятушки, больше ничего я от вас не требую. Вот такие простые условия. Прямой эфир по розыгрышу нашей елочки я буду проводить 20 декабря в 18 часов вечера по московскому времени у себя на YouTube-канале. Немножко там сложно, но я думаю, разберусь. По крайней мере, я постараюсь справиться. Вот, значит, 20 числа в 6 часов вечера по Москве мы посмотрим, кто у нас будет победителем, кто выиграет нашу замечательную елочку. И, в общем-то, я почему на 20 число решила сделать, чтобы успеть отправить победителю, и чтобы в Новый год наш победитель был с елочкой. Ребят, теперь, значит, пройдемся по елке. Я оставлю ссылки на магазин, где я приобретала молд 3D, из которого впоследствии сделала вот таких феечек.
И оставлю вам ссылочки, все это будет в описании под видео, ссылки на магазин, где я увидела тоже 3D-молды, куда нужно заливать жидкий пластик и получать тоже маленьких ангелочков, но уже там без, как в моем случае, без всяких вот подставочек под них. То есть прям вот маленькие такие фигурки можно отливать из жидкого пластика, либо из эпоксидной смолы, кто с чем работает. Вот. Все ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Также оставлю ссылку на Pinterest, сайт Pinterest, где вы увидите, как можно своими руками сделать самим фею, без всяких молдов, без отливок. То есть вот то, что я быстренько вам показала с помощью там бусины, зубочистки, там более подробно, и там очень много всяких вариантов, как можно сделать. В общем, вдохновляйтесь. Вот. Ну, наверное, на этом все. Сейчас я вам сделаю обзор. Мы более близко посмотрим, рассмотрим нашу елочку. Ну, а если вам понравился мастер-класс, если он был вам полезен, не забывайте, пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. Не забывайте про мой дзен-канал. С ютубом всяко может быть, а дзен у нас останется. И тогда у нас есть возможность никогда не потеряться. Вот, ребят. А я буду с вами прощаться, готовиться к новому мастер-классу. И до новых встреч. Пока!